почему ты тут встал? Я следующая в очереди. Вообще-то я первый, и мне очень надо. Так, ребята, поспокойнее, пожалуйста, все успеете. А давайте лучше новеньких в конец очереди всех поставим. Это же они к нам в группу пришли, теперь из-за них даже на горшок не попасть. Ага, сейчас. Может, в конец очереди вас? Ты там давай меньше разговаривай, дела делай. Очередь вообще-то. Я все, кто следующий, идите. А кто на горшок сходил, ручки мыть. Сейчас кушать будем, чтобы ручки были чистые. Кушать это хорошо, кушать я люблю. А что мы сегодня будем кушать? Что у нас на завтрак? А это мы сейчас узнаем. Я как раз пойду в столовую за едой. И судя по запаху, сегодня что-то вкусненькое. Не знаю, судя по запаху здесь, что-то очень невкусненькое будет. Извини, это я просто пукнул. Фу. Ну вообще. Так, ребята, поспокойнее. Да, Гай, иди тогда за завтраком, а я тут все проконтролирую. Очень странно. Я сходил в столовую, и там опять манная каша. Не лучшего качества, кстати. А по всему детскому садику пахнет жареным мясом, фруктами, салатами. Удивительно, может, с улицы тянет? Потому что на завтрак все-таки каша. 5-й день подряд уже. Надо пожаловаться заведующему. Ну что это такое? Ребята ее и так не едят, а 5 дней подряд так вообще не заставишь. Так, ну что, малыши-карандаши, все ручки помыли? Да. Все в туалет сходили? Да. Тогда пойдемте на завтрак. Как ты думаешь, а что сегодня на завтрак будет? Пахнет в коридоре очень вкусно. Ага, очень удивительно. Я думала, опять будет эта дурацкая манная каша. А пахнет даже шашлычком вроде. Да нет, это котлетами так вкусно пахнет. Я вообще учуяла запах арбуза. Может, нам сегодня арбузик дадут? Или пасту карбонара, я ее обожаю. Не знаю, я пока бежал по коридору, там точно пахло сырной пиццей. Гай, скажи, сегодня пицца будет, да, на завтрак? Ну, наконец-то, классные завтраки в детском садике. Да нет же, вы все не угадали. Вы сказали мясом и котлетами, а еще овощами и фруктами. Мне кажется, знаете, что будет? Бургеры, там и котлеты есть, и овощи. Ух ты, вот бы бургер и картошку фри. Я бы ни один день в садике не пропускала бы. Так, ребят, вы тоже заметили, да? В коридоре как-то странно вкусно пахнет. А на завтрак у нас, извините, манная каша. Может, это специально сделано, чтобы аппетит у детей появлялся? По коридору походили, вкусной едой запахло, а потом на тебе кастрюлю манной каши. Так, ребят, рассаживаемся. Ну вы чего тут стали? А мы не пойдем за стол, у нас забастовка. Мы эту манную кашу 5-й день подряд есть не будем. Да, в коридоре так вкусно пахло, мы так обрадовались, что будет что-то вкусненькое. А Гай сказал опять манная каша. Забастовка! Я буду есть только бургеры, а я пиццу. А я буду есть только мясо шашлычное. Фу, а я буду тортик с чаем. Ну, перестаньте, в детском саду только полезная и вкусная еда, а не ваше вот это все. Это вы все покушаете дома. Так, Гай, а почему опять манная каша-то? Они что там в столовой, меню потеряли, что ли? 5-й день подряд уже, но это ни в какие ворота не влезает. Есть же овсяная, есть же пшенная, гречневая в конце концов. Цветочек, да я сам в шоке. Пришел, они мне вот кастрюли манной каши. Нате, забирайте, кушайте. Вообще. Давай-ка ты рассадишь детей и постараешься уговорить их скушать кашу. А я дойду до заведующего и спрошу у него, что такое, в курсе он вообще, чем детей кормят в садике. Да, Цветочек, хорошо. И попроси, чтобы такого больше не повторялось. Но на самом деле, нельзя же так. Так, а вдруг он мне не поверит? Ребят, пойдемте кто-нибудь еще со мной. Докажите нашему заведующему, что мы целую неделю на завтрак манную кашу едим. Давайте я схожу, я уж ему скажу. Так, стол сюда поставлю. Вот как раз на середину, нормально будет. Стульчики. Центр стола, фруктики. Так, пойду в столовую, узнаю, приготовили ли они блюда, которые я просил. Заведующий. Это что такое тут? Ого, вот это стол у него красивый. И арбузик, и виноградик, и яблочко. Цветочек, а можно я возьму кусочек? Нет, не трогай, подожди. Мне тоже интересно, откуда у нас в детском саду такие изыщества, а? И стол тут, и сервировано все, и тарелочки какие классные. А мы в группе сидим. 2 группы соединили, у нас ни тарелок не хватает. Кушаем по очереди. А уж чтоб фрукты в детском саду дали, так это вообще во сне не приснится такое. Заведующий. Не волнуйся, сейчас мы все выясним, что это такое. Нет, ну какая кухня медленная. Я же говорил им, что в 9:30 у меня был накрыт стол со всеми блюдами готовыми. А они мне, еще 20 минут, мы кашу манную варили, не успели. Фу ты. Ой,
Цветочек, что вы тут делаете? Что-то случилось? Ах, вот чем это пахнет на весь детский садик. Заведующий, мы пришли разобраться, почему у нас в детском саду 5 дней манная каша на завтрак. И сообщите мне, пожалуйста, что это такое у вас тут намечается? 5 дней манная каша. Какой кошмар, какой кошмар. А может, вы перепутали что-то? Вчера, может, гречневая была? Нет? Чего мы не перепутали? Каждый день на завтрак кушаю вашу невкусную с комочками манную кашу. Я маме каждый день рассказываю, что я ел. И она уже жаловаться собралась в управление образования. А сегодня опять манную кашу принесли. Точно нажалуется. Не-не-не-не, подожди. Это какая-то ошибочка, наверное. На кухне что-то перепутали. Ух, я им задам сейчас. Вот как раз скоро на кухню пойду. Я им все выскажу, чтобы завтра же была овсяная каша с маслицем. Вкусненькая, с сахарным песочечком. Ладно? Ну все, конфликт исчерпан, давайте, мне некогда. Заведующий, а не хотите ли вы нам что-то рассказать, а? По какому поводу стол? Откуда такие тарелки? Почему у нас в группе посуда старая и битая, а у вас тут вон? И фрукты. Эти фрукты предназначены для ребят, а они у вас тут лежат. И что там такое готовят на кухне целый день, а? Это не ваше дело. Это все на мои деньги, это все мое, это моя посуда, мои фрукты. Я в магазине все купил. И вообще, я сказал, совсем разберусь с вашей кашей. Давайте, идите, некогда мне, некогда. Вы что, заведующего не слушаете? Ладно, пойдем. Фу, наконец-то ушли. Бокалы, ты забыл. Ну вот, так уже лучше. Сейчас ко мне друзья придут, а это кухня. Пойду еще раз на них наору. Ребят, ну покушайте, ну хоть по одной ложечке, а? Давайте за маму, за папу, ну давайте. Не, мы не будем. Иди садись за стол. Гай, подойди, пожалуйста, я сейчас кое-что тебе расскажу. Вот, Цветочек, ну что там сказал заведующий? У заведующего, Гай, там банкет, по-моему, намечается, с друзьями. У него там и фрукты, и блюда ресторанные на кухне заказал. Из продуктов детского садика, я уверена. И фрукты эти для ребят были закуплены на деньги садика. А он сказал, что сам купил. Врет он все, по глазам вижу. А еще у него стол новый и стулья классные. А у нас вон все старые ножки от стульев отваливаются. И тарелки у него. Ой, ты бы видел эти тарелки, они такие классные. Ребятам было бы очень удобно из них кушать. А про манную кашу сделал вид, что и не знает даже. И якобы совсем разберется, сходит на кухню. На самом деле он за своей едой туда пошел. Ух ты, ничего себе. Ха, отлично делает заведующий наш. Решил устроить банкет, получается. Ладно, Цветочек, ты попробуй малышей уговорить. Ну хоть пол-ложечки пусть сидят. А я пойду с ним разберусь. Гай, да не надо, это же заведующий, он тебя уволит, да и все. Завтра он пообещал, что будет не манная, а хотя бы овсяная каша. Не волнуйся, Цветочек, не уволит. Мы про него столько всего знаем же. Заведующий, не надо с вами поговорить тут кое о чем. Ого, ничего себе, вот это да. Так, аккуратненько. Главное, ой, ничего не уронить. Ого, Гай, ты чего? Это же стол заведующего. Он что, тебе его отдал? Вместе со всем содержимым? Неужели у него совесть проснулась? Ух ты, а арбузик это нам? Вам, ребята, все вам. Но это еще не все, сейчас стулья принесу. Гай, нет, что ты задумал? Заведующий будет ругаться и уволит нас. Не уволит, Цветочек, я тебе обещаю. Так, ну что, ребят, нравится вам такой стол? Да! Берите стулики и присаживайтесь, пожалуйста. А я пойду схожу за вкусным завтраком для вас. Гай, ну ты чего? А как же заведующий, а? Заведующий, я тебе уверяю, без еды не останется. Ну вот ему целая кастрюля манной вкуснейшей каши, которой они кормят малышей уже 5-й день подряд. Ну, сервировочка попроще, конечно. Ну, тоже ничего, поедят. Цветочек, а где у нас самые плохие стулья? Ну, эти, у которых ножки шатаются. А, полусломанные, сейчас принесу. Ну вот, хватит им 2 стула. Мы-то как-то по очереди кушаем в детском садике. И на горшок по очереди ходим. Ну и они по очереди покушают, значит. Наконец-то на кухне сказали, через 5 минут все уже накроют. Так, стоп, это что такое? Гай, стой! Где мой стол? Заведующий, вы что, не видите? Вот же он. Нет, это не он. Гай, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Ну-ка, верни все на место. А вот и не верну. Сегодня завтракать малыши будут в детском саду так, как и должны. Ну а вы встанете на их место и покушайте манной каши. Приятного аппетита! Ну а если будете угрожать, то я сейчас в управление образования позвоню и все расскажу, что вы тут делаете. Гай, потише. Ладно, просто у меня сегодня последний день работы. Я решил собрать друзей и устроить небольшой фуршет. Ну, только делать это нужно не на деньги детского садика, а на свои. Так, подождите, как последний день?
К нам что, приходит новый заведующий? Ваши кандидатуры, твою и Цветочка, я уже предложил на должность заведующего детским садом. Так что ждите решения. Эх, а что, и правда, махнуть что ли манной кашки-то, а? 100 лет не ел. Ай! А что с этим стулом? Заведующий, я забыл сказать. Помните, где-то месяц или 2 назад я к вам подходил? Сказал, у нас 2 стула шатаются, скоро развалятся. Ну, так вот, это они. Гай! Чего личного, заведующий, извини.